Ника стояла на заброшенной автобусной остановке на краю лесного поселка в Архангельской области. В тонкой куртке, прижимая к груди двухмесячную Милу, она смотрела, как снег заметает землю. Последний автобус не пришел. Ей некуда было идти. 3 часа назад отец выгнал ее из дома, бросив вещи в сугроб. Это было не импульсивное решение. В их семье, глубоко верующей и строго следящей за моральными устоями, появление внебрачного ребенка стало не просто позором, катастрофой. Отец, уважаемый член приходского совета, считал, что беременность дочери без брака разрушит его репутацию, перечеркнет годы служения и доверия. «Ты посрамила нас перед всей общиной!» — кричал он, даже не глядя на ребенка. «Ни одна дочь в моем доме не принесет такого стыда». Мать стояла, плакала, но не защитила. Всю беременность Ника скрывала, боясь гнева родителей. Они надеялись, что она сдаст ребенка сразу после родов, и, когда узнали, что Ника намерена растить Милу сама, поставили ультиматум: или отдает девочку, или уходит. Ника выбрала Милу. Отец Милы, Кирилл, был студентом младших курсов, с которым Ника познакомилась на литературном клубе. Их сблизила тоска по пониманию и теплу. Но когда она сообщила о беременности, он сначала растерялся, а затем исчез. Заблокировал ее везде, как будто ничего не было. Позже она узнала. Его родители, состоятельные и амбициозные, оказали на него давление. Им важно было, чтобы он окончил вуз без пятен в биографии. Беременная девушка, особенно из простой семьи, не вписывалась в их планы. Кирилл не сопротивлялся. Он выбрал безопасность, карьеру, спокойствие и оставил Нику одну, когда она нуждалась в нем сильнее всего. И теперь она молилась, чтобы кто-то помог, прежде чем мороз доберется до них. Фары старого пикапа вынырнули из метели. За рулем эксцентричная пожилая женщина с седыми волосами и несоответствующей одеждой. Она остановилась и, увидев Нику с младенцем на руках, мгновенно поняла, в каком отчаянии они находятся. В этом взгляде было что-то узнающее, почти болезненное. Милая девочка, окоченевшая на морозе, и ее изможденная мать — это было слишком похоже на воспоминание, которое Адела носила в себе много лет. «Адела!» — крикнула она сквозь ветер. «Вы с ребенком долго не протянете. Поехали!» Для нее это было больше, чем порыв сострадания. Это была возможность, которой у нее не было когда-то, шанс спасти, когда однажды она не смогла. Вид Ники в снегу стал для Аделы отражением самой себя, той, кто однажды потеряла. И на этот раз она не могла пройти мимо. Внутри грузовика пахло хвойным и табаком. Интерьер напоминал музей: книги, фигурки, кристаллы, даже чучело совы. Адела отвезла их в домик в лесу. Теплый, странный, полный коллекций и знаний. Она предложила приютиться до окончания бури. Ника с осторожностью приняла помощь. За ночь комната и забота Аделы стали для нее островком безопасности. Утром та с неожиданной теплотой сказала: «У нас не отель, все работают». И началась их совместная жизнь. Адела оказалась ученым, бывшим биологом, ушедшим из академии. Она учила Нику разводить огонь, узнавать растения, фиксировать погоду. Мила росла, крепла, и все в доме начало напоминать настоящее, пусть и необычное, но дом. Ника узнала про Элеонору, умершую дочь Аделы, чья детская комната была запечатана на десятилетия. Однажды в поисках одеяла она нашла ключ и открыла ее. Это было святилище памяти. Адела не рассердилась. Она села в кресло, держа фото ребенка, и впервые заговорила о боли утраты. Элеонора родилась в этом доме. «Адела,
тогда еще активная исследовательница, решила родить самостоятельно, без больниц, вдали от посторонних глаз. Это был ее осознанный выбор, уверенность, что знания и подготовка помогут справиться. Первые годы были счастливыми. Элеонора росла любознательной, здоровой девочкой, рано начала говорить, интересовалась растениями и птицами. Они вместе проводили часы в лесу, собирая образцы и наблюдая за природой. Но зимой, когда девочке было 3 года, в домике случилась снежная буря. Элеонора заболела. Кашель перешел в высокую температуру, дыхание стало хриплым. Адела пробовала все — травы, ванны, лекарства. Связь с внешним миром отсутствовала. Когда состояние стало критическим, она попыталась добраться до города, но грузовик застрял в снегу. Элеонора умерла у нее на руках, в метельной тишине, за несколько часов до того, как прибыла помощь. Врачи позже сказали: врожденный порок сердца, которого нельзя было диагностировать без оборудования. Но для Аделы это навсегда стало виной, с которой она жила каждый день. Прошло время. Юрий, местный учитель и друг Аделы, стал навещать их, приносить новости. Он предложил Нике подумать о возвращении к учебе. Благодаря его помощи она поступила в школу, а потом и в университет в Архангельске. Адела стала опекуном, а позже — настоящей семьей. В городском доме, где они поселились на время учебы, Адела вновь занялась наукой. Вместе с Никой они начали оцифровывать ее дневники. Мила подрастала, впитывая любовь, знания и тепло от 2 женщин, ставших ее семьей. Когда в один день пришли и Кирилл, отец Милы, и родители Ники, прошлое столкнулось с настоящим. Все пытались предложить свое будущее. Но Ника знала. Ее путь другой. Не побег, а новое начало. Она выбрала его не из страха, а из силы. Теперь, когда день клонился к вечеру и первые звезды заглядывали в окна их нового дома, Ника сидела у печи. Мила спала, покачиваясь в колыбели, которую они с Аделой сделали своими руками. Комната была наполнена мягким светом, запахом хвои и тихим треском дров. Адела вязала что-то на табурете рядом, ее глаза блестели в полумраке. Теперь не от горя, а от покоя, который приходит после долгого пути. «Мы не выбираем, как начинается наша история», — сказала она вдруг. «Но мы можем выбирать, как она продолжается». И Ника знала, они втроем, такая странная, но настоящая семья, продолжат свою историю не по чужим сценариям, а по зову сердца. Потому что дом — это не стены и не фамилия. Дом — это люди, которые остаются, когда ты слаб, и верят, когда ты сам в себе сомневаешься. Снаружи, над заснеженными деревьями, медленно расцветало северное сияние, как напоминание, что даже в самой длинной зиме есть свет, и даже после самой сильной метели можно найти путь домой. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.